Всем привет, с вами Легендас, и это новое видео. И сегодня мы поговорим о прохождении 200-й битвы Башни Темной Королевы фатального уровня сложности, где я поделюсь своей тактикой и секретами по прохождению. Данная битва у меня заняло 7 попыток, но эти 7 попыток не прошли для меня даром, и я получил бесценный опыт при прохождении, которым хочу с вами поделиться. Итак, первое, с чего стоит начать изучение противника, это знание модификатора, который нам встретится на 200-м бою. Но основных модификаторов, на которые стоит заострить ваше внимание, только два. Это воскрешение и кровавая бомба. Для того, чтобы противник не воскрешался, вам необходимо либо прокачать талант на технику метки смерти и при завершающих комбо-ударах повесить метку смерти на противника, а потом его победить, либо использовать снаряжение и талант брутальное завершение. И в тот момент, когда у противника уровень здоровья опустится до 25%, вы сможете мгновенно его добить. Использование снаряжения для бруталити не так эффективно из-за снаряжения, которое использует противник. И каждый раз, когда наши персонажи будут производить смену, на наших персонажей будет накладываться эффект ослепления на 15 секунд. И если делать выбор в пользу большей эффективности, я бы вам советовал прокачивать талант техника метки смерти. Это стабильный и более надежный способ для того, чтобы победить противника. Ну и пару слов о модификаторе кровавая бомба. Это негативный эффект с длительным уроном, который накладывается каждые 10 секунд и в течение 5 секунд наносит вам периодический урон. И в конце 5 секунды кровавая бомба взрывается, нанося урон вашему персонажу и всем вашим персонажам в команде. Если ваш персонаж во время взрыва кровавой бомбы наносил урон от основных атак по противнику, то ваш персонаж получит мини-хитстан. Мини-хитстан — это сбивание вашей атаки и остановка на полсекунды. И с очень большой вероятностью в этот момент противник может вас контратаковать основными атаками либо спецприемами. Чтобы избегать таких ситуаций, обращайте внимание в тот момент, когда на вашего персонажа будет наложен эффект кровотечения, и отсчитывайте 4 секунды. На 5 секунде будет произведен взрыв, и в этот момент вам необходимо прожать спецприем, чтобы анимация взрыва кровавой бомбы произошла в тот самый момент, когда у вашего персонажа будет анимация мини-игры. И в этом случае вы не получите хитстан и продолжите свою атакующую инициативу. Ну а теперь мы перейдем к изучению противника и снаряжения, которое он будет использовать в 200-м бою. Первый противник, который нам встретится, это Рейн МК-11, который опасен тем, что имеет снаряжение плащ Аргуса 10-го слияния. Данное снаряжение дает ему следующий эффект. Каждый раз, когда вы своим персонажем наносите неблокируемые атаки по Рейну МК-11, на вас накладывается случайный негативный эффект. А каждый раз, когда Рейн МК-11 будет атаковать вас, он будет на вас накладывать метку смерти. При использовании спецприемов, если метка смерти суммируется на вас до 3 раз, ваш персонаж будет оглушен. Если Рейн МК-11 будет атаковать противника с меткой смерти, он будет себя исцелять в процентном соотношении. А снаряжение дерзкий наряд злой сестры будет накладывать на сменившегося персонажа эффект ослепления, а Рейну будет давать эффект ускорения на 15 секунд, а также будет снижать максимальный запас здоровья противника на 10% до конца битвы. Следующий противник, с которым мы будем сражаться, Синдал МК-11, который имеет снаряжение проклятый кнут, который будет повышать ей шанс критического удара, а также при завершающих комбо-ударах накладывать эффект проклятия. И каждый раз, когда противник под действием проклятия будет использовать спецприем против Синдал, есть 50% вероятность, что этот урон отразится обратно в противника. Снаряжение дерзкий наряд сестры также будет накладывать на персонажа противника ослепление каждый раз, когда он будет производить смену, и давать ускорение. Праздничная маска злой сестры даст возможность при проведении спецприемов по противнику накладывать эффект кровотечения. Также эффект кровотечения может суммироваться
увеличиваться до 3 раз. И при завершающих комбо ударах на противника может наложиться эффект неизлечимость на 10 секунд. А родное снаряжение Sindel МК-11 увеличит заряды пассивной способности Эденийской рапсодии до 5. При использовании Эденийской рапсодии на противника накладывается эффект оглушения. И последний персонаж в команде противника — Шансун МК-11. У него также имеется аналогичное снаряжение, что и предыдущих боссов, но также у него есть снаряжение ракетное отставание, которое увеличивает шанс критического удара, и каждый раз, когда ваш персонаж наносит по Шансуну урон от основных атак или атак спецприемов, у вашего персонажа будет выпущена ракета, которая наносит значительный урон и отбрасывает вашего персонажа назад. Если у вашего персонажа низкое сопротивление эффекту оглушения, то ваш персонаж будет оглушен. Шансун МК-11 очень опасен своей пассивной способностью. Каждый раз, когда он побеждает противника, все персонажи в команде из МК-11 будут исцеляться до тех пор, пока вы не победите Шансуна МК-11. После краткого изучения противника мы перейдем к снаряжению, которое я использовал на своих персонажах. А перед этим я хотел бы вставить небольшую ремарку. В 200-й битве я использовал тактику с разбиванием боя на 2 фазы. Принципиальное отличие первой и второй фазы заключается в следующем, что тактика первой фазы подходит для всех персонажей, а тактика второй фазы подходит исключительно для Скорпиона МК-11, а также команды МК-11. Итак, основная концепция тактики первой фазы заключается в следующем. Вам необходимо первым победить Рейна МК-11, а для этого нам нужно повысить максимальное количество сопротивления отрицательным эффектам для наших персонажей. Для этого вам потребуется выбрать себе основного персонажа. Он может быть золотым персонажем, может быть алмазным, в зависимости от того, какой персонаж на вашем аккаунте более прокачанный. Для повышения максимальной эффективности и сопротивлению мы будем использовать следующее снаряжение: маска элементаля и кольцо Sindel. А также мы будем использовать таланты, которые вы увидите чуть позже. Благодаря этим двум составляющим вы значительно повысите сопротивление, и в итоге мы получим следующее значение. Сочетание снаряжения маски элементаля, кольцо Sindel и таланта стойка сокола мы получаем следующее значение: полный иммунитет к эффекту оглушения, к эффекту замедления, к эффекту яда, кровотечения и огня. Благодаря полному иммунитету эффекту кровотечения на нас не будет срабатывать модификатор кровавая бомба и не будет перебивать наши основные атаки и накладывать на нас хит-стан. В сочетании снаряжения маски элементаля, стойки сокола и таланта искусства щита мы получаем 70% сопротивление пробою щита, которое будет накладывать на вас Sindel МК-11. А также вы получаете 50% сопротивления на все остальные негативные эффекты. Если у вас нет снаряжения маски элементаля, можно использовать аналог снаряжения тела из стали, которое также дает сопротивление всем отрицательным эффектам и также уменьшает шанс на неблокируемую атаку для противника. Если у вас нет снаряжения кольцо Sindel, вместо него также можно использовать стандартные аналоги снаряжения: камни элементов, которые дают сопротивление оглушению и замедлению, и кольцо из кровавика, которое дает вам 50% сопротивление кровотечению и отравлению. А если у вас есть снаряжение Страж Принцессы, его лучше использовать на втором персонаже, для того, чтобы накладывать эффект неизлечимость. Ведь каждый раз, когда ваш персонаж будет погибать, персонажи противника будут себя исцелять на 30% от максимального запаса здоровья. Это были основные моменты подбора снаряжения для битвы в первой фазе. Ну а я продемонстрирую таланты, которые лучше всего прокачать под первую фазу и которая очень сильно облегчит вам прохождение.
Итак, давайте посмотрим, насколько эффективно будет работать наше снаряжение и прокачанные таланты. В битве против Рейна МК-11, как вы можете заметить, на нас практически не накладываются никакие негативные эффекты. Также мы полностью сопротивляемся модификатору Кровавая Бомба и не получаем никакого урона, а также полностью сопротивляемся эффекту оглушения. Благодаря прокачанному таланту Метки Смерти мы очень быстро накапливаем стаки и за счет этого пассивно увеличиваем входящий урон по Рейну МК-11. Но также не забывайте очень главный нюанс. У Рейна МК-11 есть пассивная способность, при которой он может вас контратаковать, после чего персонажи-противники будут меняться. На первой фазе боя вам необходимо первым уничтожить Рейна МК-11. Для того, чтобы вам было легче и намного предсказуемей знать, кто же будет следующий после смены противника. Ну а если у вас будет такая возможность первым уничтожить Шансуна МК-11, эту возможность также нельзя упускать. Но если вы потеряете основного бойца, а у вас в команде не будет второго сильного бойца, которому вы также можете хорошо сопротивляться и биться, вам необходимо как можно быстрее проиграть бой, но желательно это сделать на том персонаже противника, у которого больше всего здоровья, чтобы ваша потраченная попытка не оказалась бесполезной и ваш нанесенный урон не был исцелен. Итак, давайте посмотрим битву там, где я побеждаю Рейна МК-11. После того, как мы его побеждаем, мы переходим на вторую фазу тактики. Переход на вторую фазу тактики является только для команды МК-11. Для всех других персонажей тактика остается та же. В вашем случае вам необходимо использовать персонажей с истощением, либо персонажей с ловушкой, для того, чтобы вы могли запретить боссам меняться и могли эффективно накладывать метку смерти и добивать противника. Итак, вторая фаза и стратегия для команды МК-11. Для этой стратегии вам понадобится либо Скорпион МК-11, либо Джейд МК-11 как основной персонаж. Второй ключевой персонаж, на котором будет базироваться наша стратегия, это Кабал МК-11. В качестве третьего персонажа я выбрал Нубсайбота МК-11 для максимального увеличения урона для Скорпиона МК-11. Если же у вас нет Нубсайбота, вы можете использовать Сайрекса, который также на 50% увеличит весь критический урон. Как вы уже заметили, концепция подбора снаряжения кардинально поменялась, и на это есть свои причины. Для второй фазы нам нужен максимальный урон, а также дополнительная выживаемость. И по этой причине мы использовали снаряжение Темную мантию. Ну а в вашем случае вы можете использовать любое другое снаряжение, если есть эпическое, из башни Темной Королевы, чтобы как можно больше увеличить максимальный запас здоровья. Если вы играете за золотого персонажа и у вас только 3 слота под снаряжение, в слот аксессуара в приоритете, если есть снаряжение, шляпа Джинсей. Она поможет максимально увеличить урон для вашего персонажа. При критических атаках на противника будет накладываться негативный эффект, такой как проклятие и пробой щита, что в сумме вам даст 80% прибавки дополнительного урона от персонажа. И дополнительный бонус к урону будет пассивная способность Нуба Сайбота. А также для второй фазы мы изменили таланты, которые мы сейчас с вами посмотрим. Ну а какую роль будет играть Кабал МК-11, я вам расскажу во время битвы.
Итак, на второй фазе мы изменили таланты, но заострю я ваше внимание только на тех талантах, которые имеют принципиальное значение. Итак, в ветке атака ключевой талант точность, который будет повышать шанс на завершающий комбо удар, для того чтобы мы намного чаще и эффективнее накладывали метку смерти. Следующий ключевой талант – тренировка черного дракона, которая значительно повышает шанс нанесения критического удара. Ну и заключительный ключевой талант в ветке атака – талант техника метки смерти, которая накладывает метку смерти на противника, который не дает ему воскресать. В ветке защита нам необходимо прокачать талант стойка носорога. Для каких целей мы прокачиваем именно этот талант? Урон от снаряжения ракетное отставание считается уроном от основной атаки. И если прокачать талант стойка носорога, урон от ракетного отставания значительно снизится. Следующий ключевой талант – пугающее присутствие, который снизит шанс на неблокируемые атаки для противника. Следующий талант – власть Шакана, который также снижает все заблокированные атаки от спецприемов противника. Следующий ключевой талант – искусство щита, которое повышает сопротивление на пробой щита от противника, который очень часто накладывает сингл. Талант киберпрограмма Linkway мы используем как проходной, и он не имеет никакого принципиального значения. Следующий ключевой талант – призрак, который даст нам бессмертие и лишний сейв. Это были все ключевые таланты для второй фазы команды МК-11. Ну а теперь мы переходим к самой битве. Итак, теперь я расскажу вам главный лайфхак, почему мы убрали все сопротивление от эффекта оглушения. Благодаря пассивной способности Кабала МК-11, каждый раз, когда персонаж из команды МК-11 будет оглушен, Кабал сразу же попытается снять оглушение с нашего персонажа и оглушить противника. Благодаря этому мы используем сильную сторону противника против него самого. И каждый раз, когда Синдл оглушает нас, она будет оглушена в ответ. Мы сможем продлевать нашу атакующую инициативу, не используя эффекта ловушки. Таким же образом мы будем сражаться с Шансуном МК-11. Каждый раз, когда мы будем получать урон от ракетного отставания, наш персонаж будет оглушаться. И в ответ Кабал МК-11 будет оглушать Шансуна. Шансун уже не сможет от нас убежать, а мы постоянно будем атаковать. Главное изменение, которое произошло в механике снаряжения ракетного отставания, то, что разработчики немного изменили механику. И каждый раз, когда ракетное отставание наносит урон, оно не добивает персонажа. Даже если у него останется 1 единица здоровья, он всего лишь будет оглушен. А за счет пассивной способности Кабала МК-11 мы в ответ сможем оглушить Шансуна МК-11, не дадим ему убежать. Вот такой простой лайфхак, который я вам хотел рассказать. А за него я хотел отдельно поблагодарить Инкея, который подсказал мне данную идею, а я ее уже доработал. Ну а на этом это все, что я хотел вам рассказать по финальной битве Башни Темной Королевы фатального уровня сложности.
А перед тем, как закончить это видео, я бы хотел поблагодарить своих спонсоров, которые помогают и поддерживают мой YouTube канал. А если ты захочешь стать спонсором или помочь моему YouTube каналу, ты это сможешь сделать на сервисе Boosty, где, став моим подписчиком, ты будешь получать эксклюзивный контент, который не будет выходить на YouTube канале, а также сможешь получать дополнительные бонусы в виде доступа в закрытый чат Discord и упоминания в ролике как спонсор. Ссылку на сервис Boosty можно будет найти в описании к видео. Ну а теперь посмотрел ролик, оставь комментарий. Понравился ролик? Поставь лайк. Очень понравился? Подпишись, а также подпишись на мой второй YouTube канал, где я провожу стримы на разные игры. Ну и не забывай про моих друзей. Ссылка в описании.